Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний Таро-прогноз, который вы увидите, это расклад на первую половину месяца августа. Давайте мы посмотрим, что вас ожидает в первой половине последнего летнего месяца, да, какие карты вам, соответственно, выпадут. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, также оставить лайк, сообщение, любая активность с вашей стороны приветствуется. Так я буду знать, что я не зря свое видео записала, что оно вам подходит, что оно вам интересно, что оно оставило определенный отклик, соответственно, да, непосредственно у вас. Можете, кстати, поделиться этим видео с кем-то из знакомых стрельцов, если вы считаете, что им этот расклад подходит. Итак, первая карта, которую мы здесь видим, у нас это карта башня. Но, знаете, такое на самом деле я не очень люблю эту карту, потому что для меня она всегда сопряжена, да, с какой-то катастрофой, с чем-то явно очень неожиданным, тем, что происходит спонтанно, вдруг, и это может быть серьезным потрясением для вас. Для кого-то из вас это серьезная смена восприятия вещей или смена мышления. Возможно, здесь речь идет о том, что происходит что-то явно неожиданное, но необходимое, как необходимая перемена, которая переворачивает все с ног на голову или, может быть, заставляет разрушить что-то старое, ненужное для того, чтобы дать возможность начаться чему-то, надеюсь, чему-то более хорошему, да, но это может происходить как-то очень шумно, очень хаотично и очень травматично даже в какой-то мере, потому что вам может не нравиться, что что-то разрушается, но это явно происходит для того, чтобы дать основу для роста, для чего-то нового. Карта башня. Следующая карта у вас это карта колесница, карта движения, прогресса, какой-то решительности, которой вы обладаете, преодолевать трудности. Вы в состоянии контролировать то, что вокруг вас происходит, несмотря на эту башню, которая здесь, казалось бы, все разрушает. Да, но башня скорее, правда, служит таким вот катализатором для каких-то перемен и движения вперед по карте колесница, то есть явных каких-то движений, которые происходят в вашей жизни, может быть, даже физически куда-то едете, перемещаетесь, да, какая-то поездка. Движение, возможно, по новому пути, потому что есть карта пажа жезлов, то есть у вас есть прям такая искра и желание что-то делать. По пажу жезлов это как шанс, возможность после разрушения чего-то начать двигаться стремительно вперед. Это хорошая возможность по пажу жезлов, которая вам дается. Она наполняет вас энтузиазмом, смелостью, вот этим задором, да, и молодостью, которая в вас кипит для того, чтобы двигаться дальше к своей цели, к успеху, который вы себе наметили, и к победе, то есть достичь все равно то, что вы себе наметили, при том, что карта башня явно показывает какие-то серьезные здесь изменения, происходящие в вашей жизни. Следующая карта у вас карта семерка пентаклей, и семерка пентаклей, которая здесь у вас выпадает, в целом, ну, она в принципе может говорить о подведении каких-то итогов и анализе того, что вы уже сделали, во что вы уже вложили свои усилия, ресурсы, что вы получили в результате вот этой своей работы, и что вам следует делать дальше, может быть, как скорректировать свою работу, чтобы, может быть, получить больший результат, чем вы получили сейчас, как сделать по-другому, чтобы получить все-таки больше, чем вы сейчас имеете, больше, чем вы получили от действуя по этому плану, по этой стратегии, да, то есть, возможно, так. Ну, давайте посмотрим дальше, что здесь еще будет. Дальше у нас рядом с семеркой пентаклей есть карта мага, карта волшебника, карта пятерка кубков тут с башней. Да, ну да, вы оцениваете ситуацию, оцениваете, сколько вы вложили усилий в что-то, что вы создавали. Возможно, здесь речь идет о том, что вы вот как будто бы проделали какую-то работу и собираете урожай, но понимаете, что хотелось бы получить больше, потому что вы очень много вложили своей энергии, там, ресурсов своих в какое-то дело, и думаете, оправдывает ли вот это ваше вложение, да, ваше усилие, оправдывает ли этот результат, вот стоило оно того или нет. И поэтому, вот, собственно, карта мага, которая здесь
здесь у вас есть карта пятерка кубков. Ну да, она говорит о том, что у вас сохраняется чувство какого-то разочарования или сожаления. Возможно, что-то не совсем так получилось, как вы хотели, как будто бы потратили усилий больше, чем следовало, потому что они не оправдали себя. И вы прям сосредоточили свое внимание на том, что у вас что-то не получилось, вы прям сожалеете об этом, может быть, сожалеете о какой-то упущенной возможности, поэтому не замечаете тех благ, которые есть еще за вашей спиной. Возможно, они касаются вашей сферы деятельности, там, вашей работе. Да, возможно, какие-то усилия в вашем прошлом оказались напрасными, но в принципе эта карта мага, которая здесь есть, она показывает, что у вас есть все ресурсы, все возможности. Вы сами по себе чуть ли не волшебники, вы очень предприимчивые, вы такие алхимики по своей натуре и готовы сочетать разные элементы, чтобы получить философский камень. Да? То есть вы готовы здесь использовать эти ресурсы для воплощения ваших желаний в реальность, перенести ваши идеи, мысли в реальную какую-то сферу. То есть воплотить их в жизнь, сделать более материалистичными, так, ваши навык, какой-то опыт в чем-то, в пройденном пути воплотить, реализовать, да, в своих усилиях, чтобы воплотить какие-то свои мечтания, соответственно, или свои мысли, в принципе, в жизнь. Да, вам нужно обернуться и посмотреть, что у вас есть еще за спиной, какие у вас есть еще возможности для того, чтобы созидать, создавать, делать, не обращать внимания на какие-то разрушительные вещи, которые произошли в вашей жизни. Но давайте посмотрим, здесь же есть еще и карта туза мечей, карта мир. Кстати, мир — это тоже карта завершения и башня, то есть что-то разрушается, завершается, и поэтому карта туз мечей тоже что-то отсекается, поэтому туз мечей, он достаточно решительно показывает, что здесь вы от чего-то освобождаетесь, и башня в данном случае является таким катализатором, усилителем этих перемен. Я не думаю, что она означает что-то крайне негативное. Она просто полностью меняет ситуацию, которая происходит в вашей жизни. И, как я уже и говорила, собственно, да, то есть вот эта карта мир, которая здесь у вас появляется вместе с тузом мечей, показывает, что что-то отсекается, но это дает возможность чему-то триумфальному, хорошему, как мирному, и дает вам ощущение свободы от чего-то. То есть по карте мир это какое-то важное завершение цикла или завершение достаточно успешное для вас, потому что вот мир — это последняя карта в старших арканах, 21-я карта, соответственно, первая — это шут, и вот этот путь шута, этот цикл, который прошел этот шут от начала и до конца, соответственно, да, вот в финализирует этот путь, это карта мир. И эта карта, она в принципе может показывать, что вот что-то завершилось, вы достигли этого результата, и вместе с тузом мечей, который здесь тоже есть, у вас может даже произойти какой-то момент еще и озарения, прояснения вместе с картой башни, которая здесь показывает молнию, да, то есть внезапная вспышка, какая-то идея, которая у вас появляется. И по карте туз мечей на какой-то выход из лабиринта, из запутанной ситуации находите, и для вас это какая-то истина неоспоримая, как момент просветления, который вдруг появляется в вашей голове. Поэтому здесь я не думаю, что речь идет о каком-то обрушении по этой башне, о каких-то прям катастрофах. Нет, здесь скорее всего про озарение, про появление какой-то истины, понимание истинного, и про то, что вы наконец-то понимаете, что старый образ жизни вам больше не подходит, в том цикле вы уже отжили, да, вот этот период, и нужно отсечь старое, потому что он подошел к концу. Вы понимаете, теперь видите по-другому ситуацию, у вас такой момент истины происходит, который заставляет, обнажив все ваши чувства, принять какое-то важное решение, касающееся будущего, и двигаться дальше вперед, стремительно двигаться вперед на этой колеснице. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Есть принц мечей, который, кстати, говорит про эту стремительность, про решительность, про порывистость, которой вы здесь обладаете, и храбрость, которая у вас здесь явно присутствует по этому принцу мечей, хоть это воздушная стихия, да, и могла бы говорить про воздушный знак зодиака, но здесь речь про
про вот такую вашу решительность и смелость вместе с шестеркой пентаклей, которая здесь также есть. В принципе, можно говорить о том, что вы прям сосредоточены на достижении каких-то ваших результатов. Вы здесь, может быть, взаимодействуете с воздушным знаком, это весы, близнецы или водолей, но в любом случае вы движетесь вперед, вы вдохновлены какой-то идеей, готовы прикладывать усилия, очень спонтанными, можете быть импульсивными, но в любом случае вы по этой колеснице движетесь к вашей цели, движетесь к тому, что вы себе поставили главной целью. И ключевым является также здесь и моментом еще эта карта шестерка пентаклей, это карта справедливого обмена. И она показывает о каком-то равном таком взаимоотношении дарения и получения, когда вы стремительно движетесь к своей цели, к следующему этапу. Но, возможно, вам нужно здесь поддерживать, будет здоровый поток отдачи и получения. То есть не стоит отдавать больше, чем вы получаете, и наоборот, не брать много, ничего не отдавая взамен. То есть если вы понимаете, что вы ничего не можете отдать взамен, лучше не брать, да, от кого-то каких-либо ресурсов. Если у вас есть возможность поделиться какими-то ресурсами, то стоит это сделать. Если вы не готовы это делать, опять-таки не стоит, если вы знаете, что уйдете в убыток. В любом случае здесь должна быть такая равновесная ситуация. И в таком случае действительно будет вот это движение вперед у вас, и вы будете находиться на правильном пути вместе с этой колесницей. Возможно, здесь речь о том, что вы по этой карте колесница должны будете, не знаю, даже куда-то поехать, физически переместиться, куда-то поехать, чтобы кому-то помочь. И от вас потребуется такая вот решительность, смелость, потому что нужна будет вот эта вот ваша помощь в этой ситуации, да, необходимость кому-то помочь или проявить определенной степени участия. Как-то у меня, наверное, карты не совсем видны, да, я их немножечко поправлю вот так вот, выше поставлю. Возможно, вследствие какой-то внезапной ситуации по карте башня, что-то, что происходит в вашем окружении, что, может быть, происходит в вашем доме, потому что пятерка кубков — это то, что происходит в доме, как неприятность в доме. Может быть, у кого-то из ваших близких происходит катастрофическое что-то, да, по карте башня. И для вас это необходимый такой маячок для того, чтобы начать действовать. И по карте туз мечей проявить решительность, решить какие-то проблемы, поехать, помочь, да, проявить участие. И, собственно, вы здесь проявляете себя вот таким вот образом, как вариант, да, потому что это общий расклад, варианты могут быть разные. Здесь же у нас есть карта вашего знака, карта умеренность, которая выпадает под пажом жезлов, и есть девятка мечей, которая здесь также присутствует. В принципе, можно говорить о том, что вот при этом воодушевленном движении вперед вы очень много можете, кстати, о чем-то думать, прямо очень много переживать по поводу чего-то. И, кстати, поэтому девятка мечей. Можете тревожиться из-за этого, может быть, плохо спать, много о чем-то думать, как будто много, может быть, разных самых мыслей из-за того, что вы не знаете, что же будет дальше, как будет развиваться ситуация. Но вам нужно сохранять баланс, сохранять размеренность, умеренность и терпеливость для того, чтобы не сорваться, чтобы не испытать какой-то стресс, да, возможно, следует попить какие-нибудь успокоительные по карте умеренность, но постараться успокоить какие-то свои тревожные мысли о неизвестном будущем. И возможно, вам как будто бы придется здесь внести какие-то коррективы по ходу дела, но не отступать все равно от своей основной цели. То есть для вас самое время двигаться вперед. Да, вы готовы к импульсивным действиям, но тем не менее, опять-таки, вашу импульсивность нужно стараться адаптировать, как-то корректировать для того, чтобы она не была сверх меры. Вам не нужно позволять внешним факторам каким-то как-то влиять на ваше решение, возможно. Давайте посмотрим еще. Здесь есть карта императрицы, карта матери, карта жены, карта хозяйки, хранительницы семейного очага, карта императрица. Тут же карта сила. Здесь очень большой акцент на людей знака Лев или Телец, но опять-таки, так как это общий расклад, я думаю, что здесь речь даже не так об этих знаках зодиака, как об общей характеристике этих карт. То есть можно говорить о том, что
Здесь в целом могут быть какие-то вещи по силе и императрице. Тут еще карта дьявола, да, у нас есть. По силе и императрице. Возможно, речь идет о том, что вам карта дьявола, да. Ну, возможно, здесь вам нужно будет по карте императрицы раскрыть свою вот такую женскую энергию. Возможно, здесь, особенно если женщины смотрят, да, возможно, вам здесь нужно проявить себя как человеком заботливым, таким уверенным в себе, самодостаточным, как, собственно, показывает это императрица, человеком творческим, человеком, который сосредоточен на создании комфорта, на созидании, на росте в любой сфере, на доверии к естественному процессу вашего роста и на том, чтобы вы помнили, какова ваша ценность, на что вы способны, собственно. И для этого вам придется разобраться с тем, что по карте дьявол представляет эту карту дьявола. То есть здесь, возможно, речь идет о преодолении или разрыве каких-то старых цепей, которые могут представлять собой самоограничение, возможно, ваше внутреннее, да, ограничение, может быть, созависимое какое-то поведение, любые зависимости или привычки, может быть, модели поведения или какой-то ваш страх потерять контроль над чем-то. И ключом для преодоления этих трудностей будет вот эта карта силы, то есть такая спокойная, тихая, внутренняя стойкость и необходимость, не забегая слишком далеко вперед, не заглядывать слишком далеко в неизвестное будущее, да, не переживать слишком много, не накручивать себя, да, не думать, что, о боже мой, если что-то не получится или что-то сделаю не так, постараться довериться, во-первых, Вселенной в этом развитии и росте, не проявлять никакую грубую силу или не проявлять давление, попытку манипуляции в отношении кого-либо, то есть либо постараться уговорить, если в чем-то есть необходимость уговорить, да, другого человека. Поэтому карта сила, да, но не проявлять агрессии, не проявлять давления. Для вас это достаточно серьезный период перемен, стрельцы, и независимо от того, осознаете вы это или нет, независимо от того, видите ли вы, как изменения эти складываются в вашу пользу, но вам нужно как будто бы отказаться также контролировать каждый шаг или контролировать каждое действие свое. Вам нужно освободиться от старых мыслей, от старых взглядов, от какого-то шаблонного поведения и позволить Вселенной расставить события в вашу пользу, как это должно произойти. То есть не нужно чрезмерно анализировать, не нужно чрезмерно обдумывать, вам нужно постараться плыть по течению, не сопротивляясь. И главный вывод здесь таков, что несмотря на вот эти сокрушительные, какие-то важные, переворачивающие для вас события, этот переломный момент для вас, Вселенная освобождает место для чего-то нового, избавляясь от устаревших вещей, от чего-то старого, что вам больше не нужно, или что больше не работает на вашу пользу, чтобы освободить пространство для вашей какой-то собственной силы и проявления этой силы, чтобы вы вернули себе свою силу или даже для кого-то обрели эту силу. В таком понимании здесь тоже может быть. Да, могут быть какие-то сожаления, тревоги, страхи, может быть, есть соблазн оставаться в этом состоянии, зависимом состоянии или удобном для вас состоянии, как будто бы зоне комфорта, но она вам не совсем комфортная, потому что, оглядываясь назад в прошлое и как будто бы вы, находясь в этом состоянии, вы тормозите себя в своем развитии. Вам нужно позволить поменять свою жизнь, довериться этим изменениям, открытыми быть для того, чтобы этим изменениям удалось войти в вашу жизнь и относиться к тревогам каким-то и переживаниям, не просто проигнорировать их и все, да, а постараться как будто бы не сильно зацикливаться на них во всяком случае, да, то есть постараться здесь сохранять больше гармонии, мира в своей душе для того, чтобы не позволять негативным мыслям здесь руководить вашими поступками, действиями или как-то влиять на ваше продвижение вперед. Итак, стрельцы, на этом, я думаю, сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершим. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!